Всех приветствую на моем канале, а также на первой части создания оконного приложения на Windows. В этой части мы создадим базовую архитектуру приложения, а также создадим пустое окно, с которым будем работать в следующих частях. Итак, давайте начинать. Начнем с создания проекта. Создадим обычный проект на C++, назовем его и создадим. Итак, вот мы создали наш проект. Теперь создадим новый CPP файл и подключим в него библиотеку WinAPI Windows H. Если у вас нет этой библиотеки и вы используете Visual Studio, для этого необходимо открыть установщик Visual Studio и скачать пакет разработки классических приложений. Создадим точку входа. Наше приложение создается следующим образом: int WinAPI WinMain. Для работы необходимо еще добавить следующие аргументы. Затем создадим класс нашего приложения. Я назову его Software Main Class. Для того, чтобы нам было удобно создавать классы в будущем для наших новых икон, создадим отдельно функцию. Тип будет Window Class. Назову эту функцию New Window Class. В качестве параметров у нас будет background color, курсор, H-instance, иконка нашего приложения, название класса и процедура, которая будет вызываться при работе этого окна. Создадим пустой window класс, который будем сейчас заполнять. Заполняем его параметрами, которым подавали функцию. На этом создание нашего класса завершено. Теперь нам нужно еще создать процедуру. Структура следующая: result callback. Пусть она будет называться Software Main Procedure. В качестве входных аргументов у нас окно, сообщение и параметры. Создадим наш новый класс с помощью созданной функции. Цвет background у нас будет дефолтный. В качестве курсора возьмем обычную стрелочку, вот она. Можно также взять hand, я возьму обычную стрелочку. В качестве иконки пока что поставим дефолтную иконку от Windows. Поставим ее с помощью функции loadIcon. Первый аргумент у нас null, второй сама иконка, ее код id question. Имя нашего класса будет main_class и процедура software main procedure, которую мы только что создали. Поскольку мы создали эту процедуру после функции WinMain, то создадим прототип под эту процедуру. Затем нам нужно зарегистрировать наш класс. Если же этого не произошло, то выходим с кодом -1. Затем создадим сообщение, которое будем отправлять. Изначально оно у нас пустое. И затем создадим наше окно. Возьмем имя класса, который мы только что создали, затем имя нашего окна, пусть это будет First Window. В качестве стиля мы возьмем Overlap Window и Visible, у нас побитовое или. Будем таким образом объединять. XY это координаты относительно верхнего левого угла. Я поставлю 100, 100. И затем ширина и высота нашего окна. Остальные параметры пока что null. Мы будем рассматривать их в следующей части. Затем главный цикл программы. Как будем получать наше сообщение, будем подавать его функцию translate message и в dispatch message. Таким образом, когда мы закроем окно, наша программа завершится. Также не забудем создать прототип для нашего new window class, а также я забыл вернуть new window class. Теперь займемся обработкой процедуры. Для этого просто через switch мы будем смотреть наш код сообщений. Если код не совпадает ни с одним из наших, то по дефолту мы должны будем прогнать его через Default Window Procedure. И создадим пока что два события. Это vmCreate, который вызовется при создании окна, и vmDestroy, который вызовется при закрытии. Мы должны будем вызвать postQuitMessage при закрытии, который как раз завершит наш цикл программы. Теперь попробуем забилдить наше приложение. Мы получим следующую ошибку.
Эта ошибка появилась из-за того, что компилятор думает, что мы работаем с консольным приложением. Но поскольку мы пишем оконное приложение, заходим в настройки нашего проекта, идем в Linker, System и видим, что Subsystem у нас выставлена консоль. Нам необходимо выставить его под Subsystem Windows. Также обратите внимание, чтобы совпадала конфигурация сборки, то есть у нас билд должен быть одинаковый. В моем случае я буду сразу билдить в релиз, поэтому настраиваю релиз. Попробуем пересобрать наше решение. Как можем заметить, все отлично, без ошибок. И запускаем вот наше первое окно. Пробуем поменять наш курсор. Возьмем вместо arrow, возьмем hand. Забилдим. Теперь вместо arrow у нас... Итак, вот мы создали наше оконное приложение. Надеюсь, это видео было тебе полезным. Если тебе понравилось видео, подписывайся на канал, задавай свои вопросы в комментариях. В следующей части мы создадим меню для нашего приложения и более детально рассмотрим события в нашей процедуре.